Доброе утро. Я продолжаю страдать ерундой. Ну, извините, такая моя участь. Сегодня хочу поговорить о Чернобыле с точки зрения физика-самоучки. Ну, одна деталь. Чернобыль бахнул между днями рождения моей мамы и бабушки. То есть 26 апреля, 25 родилась моя мама, 27 апреля родилась моя бабушка. Такие вот нюансы. Меня не радует, а напрягает. И вот я физик-любитель, получила, можно сказать, наследство от тети книжку «Энциклопедия словарь юного физика». Ну, моя тетя преподавала всю жизнь в техникуме, термеханику и другие предметы. Вот, она хорошо знала физику, математику и занималась учениками, студентами. Вот. Ну, и у меня очень много осталось книжек. Тут я перечитываю энциклопедический словарь юного физика за 1984 год. Ну, прочитала сначала о космонавтике немножко, потом вернулась к астрофизике. И где-то я уже потеряла, в общем, прочитала о том, что ученые изучают явление на Солнце, якобы изучают этот процесс ядерный, который не могут еще провести в земных условиях. То есть эксперимент. И тут еще читаю о нейтрино, я как-то рассказывала о нейтрино. Вот. И последние годы начал развиваться новый раздел астрофизики – нейтринная астрономия. Нейтрино, благодаря своей огромной проникающей способности, представляет собой единственный вид излучения, которое может попадать на Землю из самых глубин Солнца и звезд и приносить информацию о протекающих там процессах. Уже первые данные о потоках солнечных нейтрино позволили сделать очень интересные гипотезы о процессах термоядерного синтеза в недрах Солнца. Их предстоит проверить в будущих опытах. Так я вот думаю, может, это у нас в Чернобыле опыты проводили по поводу этих термоядерных синтезов, термоядерного синтеза. И поэтому у нас такая произошла трагедия. Поэтому на себя накладывали руки ученые. Понимаете, о чем я говорю? И иностранцы очень заинтересованы в этой теме. Фильмы снимают. Видно, это все связано с экспериментом. А где экспериментируют? Конечно, в Украине. Россия всегда эксплуатировала Украину во многих вопросах. Так мы живем. А вот. Я о чем хочу сказать? Я хочу сказать, что Бог предупреждает, что люди должны быть рассудительными. То есть, если я говорю о вечности на Земле, то надо прекращать эксперимент. Особенно с этими ядерными реакциями, которые, ну, может, они уже прекратили в страхе из-за того, что Чернобыль бахнул, они уже перестали этим заниматься. Вот и все. С меня смеются, когда я говорю о опасности. Ну, я прочитала о том, что пояса Ван Аллена когда-то рассказывал, что они разрушаются. Но, оказывается, американцы ядерные взрывы проводили, целую серию взрывов проводили в атмосфере. И я прочитаю, это я не выдумывала, что повредили это магнитное поле. Они разрушили его таким экспериментом. Это в интернете это есть. Они разрушили. Кто-то мне пытался сказать, что я безумная, рассуждая на эту тему.
и что это глупости, понимаешь. Конечно, если с моей квартиры вылетит космический корабль, он не нарушит крышу мою, нет? А если у нас есть защита от радиации, солнечных излучений, то космический корабль не разрушает ее. Это слой не разрушает, нет? Я должна кому-то доказывать, что это так. Фотографии давать. Ну, это издевательство над человеком. Если от меня требуют какие-то доказательства. Это все есть в интернете. Если вас волнует жизнь на Земле вообще, в принципе. Конечно, если они думают, что они 70 лет, 80 лет проживут и умрут, и достигли истины. Это в смысле, ну да, истина для них это технологии, правильно, высокий уровень. Так мы и живем. Бог хочет, чтобы мы жили, а не умирали, не сдыхали, как собаки. Поэтому ученые стоят на очень скользком пути, на очень опасном пути. Конец достичь очень легко конца, понимаете? Это так просто делается. Мы хотим жить, люди, понимаете? Я понимаю, что Советский Союз был нищий, потому что все деньги, развитие этих технологий, ну, вот космическая отрасль, видно, все это тратилось. Если американцы эксплуатировали другие страны, как они научились это все делать, там, Африку, то Советский Союз эксплуатировал свой народ. Правильно? Правильно. Каждый живет как может. И развивали свои отрасли, военные отрасли, понимаешь, благодаря нищете народа. Так может, хватит тратить деньги на эту ерунду? И на войну тратить деньги? Сволочи. Бесноватые у власти. Такое у меня настроение сегодня. Извините. Я благословляю тех, кто меня слушает, тех, кто любит истину, и тех, кто думает о народе, простом и бедном. Будьте благословенны.